Привет, друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, и я в замечательном Белграде, столице прекрасной Сербии. А здесь, оказывается, есть метро. Поэтому вот сейчас мы с вами пойдем и быстренько посмотрим белградский метрополитен. Айда! Вот вход на станцию Вуков-Споменик. С нее мы все и начнем. Здесь, я так понимаю, можно попасть вниз сразу на платформы. И туда, через общую зону, тоже проход на платформы есть. Выглядит все, честно говоря, так немножко запущенненько. Тем более, что построено было это уже довольно давно. И уже даже, видите, начало подразрушаться. Судя вот по тому знаку, снимать здесь не очень можно. Поэтому я буду делать вид, что я просто разговариваю со своим телефоном или сам с собой. Камеры вон, я смотрю, висят, так что меня довольно быстро сосчитают и накажут. Но желание снять больше, чем страх перед этим наказанием. Поэтому, пожалуй, я подсниму. Ведь согласно одной поговорке, проще просить прощения, чем разрешения. Короче, здесь вот такой вот зал. Это просто, получается, переход между улицами. Я спустился вот здесь. Там вот есть выход на другую сторону улицы. Там выход еще на другую сторону улицы. И так далее. А вот здесь эскалаторный холл, куда вниз уходят эскалаторы. Там вот есть какой-то проход туда. Там, ну, смотрят, темно, но люди ходят. И вот сюда еще есть проход. Там светло. Посмотрим, что это такое. Здесь сверху была какая-то торговля, но она сейчас вся закрыта. Там, смотрите, какой-то горельеф, если это правильно так называется. Там вот полиция за решеткой. Нам туда, наверное, не надо. Посмотрим на этот горельеф и пойдем вниз. Такой вот горельеф. Можете нажать на паузу, изучить повнимательнее, что здесь как написано, нарисовано. А я вот что-то как-то не вижу никаких способов покупки билетов. Возможно, там что-то есть внизу. Пойдемте сходим вниз. Спустимся вниз холла. Ну вот смотрите, написано, что Благайна, станица Вуков-Споменик, временно затворена. И билетов не купить. О, вот оно. Смотрите-ка. English. Choose a destination. Караджорджев парк. Вуков вспомнит. Трактата 17. Один пассажир. Первый класс. 112 динаров. Купить. Угу. Нужно прислонить карточку. Ну вот, у нас появился билет. Пойдемте посмотрим, что тут еще есть на станции. Тут какие-то помещения. Так это выход. Это получается, что вот если бы мы сразу там на моем входе входили сразу вниз, то мы бы вот вошли вот здесь. Там, получается, на ту сторону тоже выход. А вон там вот вижу надпись «Виси», туалет. А мне как раз туда надо. Поэтому я на время съемку прекращаю. Дойду до туалета. Сейчас только покажу вам вот такую вот тут скульптуру на стене. Не очень понимаю, что это значит, но туалет там не работает. Поэтому пойдем на станцию. Слушайте, надо сказать, станция довольно глубокого заложения. Эскалатор такой приличной длины и с таким, надо сказать, большим наклоном. Надо сказать, что народу очень немного, но народ есть. Просто люди, если поднимаются, спускаются, не сказать, чтобы толпа.
более, что мы уже спускаемся к самому низу. Станция организована довольно просто. Колонная станция довольно короткая, а перроны и платформы весьма длинные, почти полноразмерную электричку. Я имею в виду электричку, которая ходит снаружи. Перронная стена просто черными панелями зашита. И есть табличка с названием станции. Вуков-Вспоменник. И все на 2 языках. Есть таблички «Выход». Такое довольно скудненькое, скромненькое освещение. Центральный зал станции. Вон там есть электрические табло. Видимо, с графиком движения. Часы. Да и, в общем-то, все. Вон, смотрите, какой горельеф. И лестница куда-то туда наверх. Там просто выход на случай пожара. Служебные помещения. И ничего больше. В общем, все довольно просто. Скажем так, даже аскетично. Так, ну это перрон номер 2. И, насколько я понимаю, он идет не в мою сторону. Зато идет вон поезд. И сейчас мы с вами сможем увидеть прибытие поезда на станцию Вуков-Вспоменник. Ну, смотрите, как круто. Насколько я понял, это электропоезд Рижского вагоностроительного завода. Правда, я не знаю такую модель. У него интересная схема дверей. Посередине двойные двери, посередине вагона, а по краям вагона одинарные двери. Я такую штуку первый раз вижу. Но мой поезд, похоже, должен быть на той стороне. Нужно посмотреть схему линий, потому что я купил билет только до следующей станции. Странно, мне колея показалась обыкновенная, а по ширине вагон узенький. То есть, может быть, меня глаза подвели, и на самом деле колея здесь все-таки европейская используется. Но прикольно, настоящий такой рижский электропоезд, только с такими изменениями. Например,
Получается, посередине вагона есть тамбур, где широкие двери, а по краям вагона тамбур с автоматическими дверями, но вот с такими вот узенькими. Смотрите, там какая особенность. Эта станция, перрон значительно короче, и часть вагонов остается в тоннеле. Вот мы с вами приехали на следующую, вторую станцию Белградского метрополитена. Как вы видите, она тоже подземная, но сразу после станции поезд выходит наружу, на улицу. Буквально тут же. Здесь вообще все очень интересно. То есть такое ощущение, что это вообще все вырезано в скале или отлито из бетона. Просто на все на это так еще ложится такая вот интересная текстура. Вот здесь, если на эту стену посмотреть, то это либо бетон так налит специальным таким образом, либо это вырублено целиком в скале. Я не знаю, как это сделано. Станция оформлена вообще очень все просто. На потолке ничего нет, просто бетонные конструкции. Скромная такая вот светильник висит вдоль всего перрона. Станционная стена без какого-либо оформления, просто голая совершенно. Здесь вон по перрону есть линия, за которую заходить нельзя. Табличка с названием станции Караджорджиев парк. Вот здесь явно следы опалубки. То есть это все отлито из бетона. 2 светильника, обилие всяких разных тегов и граффити. Всякого такого. И, честно говоря, попахивает здесь так себе. Не очень вкусненько. Там дальше все уходит в туннель. Туннель не подсвечен. Но вообще нет никаких ограждений. В принципе, при желании можно туда просто взять и уйти. Возможно, есть какая-нибудь сигнализация, какие-нибудь камеры. А может и нет. Ну, а вот в ту сторону выход наверх со станции. Там вон видно въезд с улицы и центральный зал станции. Пойдемте дойдем до центрального зала. Темно здесь на самом деле. Очень-очень темно. Поэтому все, скажем так, полоховастенько видно. Вот еще одна табличка станционная. Караджорджиев парк на 2 языках. Здесь, смотрите, есть скамейки. Прикольные на самом деле. Сделана такая вот перильца. Мусорники, указатели входа-выхода. Какие-то информационные табло. Когда-то оно было электронным, а теперь просто заклеено бумажками. Интересно, если я правильно понял объявление, то говорят, что поезд прибывает на тот путь, на тот же, на который мы приехали. То есть еще не было встречного поезда, а уже сейчас прибудет второй, скажем так, в ту же сторону. Интересно.
В общем, смотрите, вот такая вот здесь система. Отсюда есть стрелка прямо на станции. Поезд может уйти в два направления, наверх или туда правее куда-то. То есть здесь пути, получается, расходятся в два разных направления, на две разные линии. Поэтому поезда ходят по очереди, то туда, то сюда. Ну что, пойдемте на выход, посмотрим, как это все выглядит снаружи. Ну вот, в общем-то и все. Это было все метро Белграда. Весь белградский метрополитен от начала и до конца. Я так понимаю, что технически к этому метрополитену скоро присоединится, вернее, уже, наверное, присоединилась станция Белград-Центр. Там получается, что перроны чуть тоже ниже уровня земли, ниже уровня вокзала. Но, в общем, станция не подземная. В белградском метрополитене всего две подземных станции. Вуков-Вспоменик и Караджорджиев парк. Причем это не в полной мере именно метрополитен, а по этим станциям, эти станции присоединены к веткам обыкновенной железной дороги. И существует две ветки, по которым ходят поезда, которые в том числе заходят на две подземные станции. Как выглядят поезда, мы с вами уже видели. Мы прокатились на одном из таких поездов, посмотрели на них изнутри и снаружи. Вот это вход на станцию Караджорджиев парк. Он здесь единственный, как мы видели. И что еще прикольно, получается, что поезда вот выходят оттуда, из холма. А вот это вот уже навес станции, он пристроен здесь. И здесь на навесе станции устроена автомобильная стоянка. А туда дальше, если мы сейчас подойдем и посмотрим вдаль, мы как раз увидим портал этой станции, уходящие дальше железнодорожные пути. Вот так вот видно лучше. Вот отсюда, снизу, из портала станции поезда выходят и приходят, и уезжают куда-то там дальше по своим делам. Либо вон туда направо, либо наверх по мосту. Ну и встречные, соответственно, тоже с двух направлений сюда приходят. Там где-то такая большая развязка организована. Вот такой вот он, белградский метрополитен. Аж на двух станциях. В общем, на сегодня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Поставьте лайк и подпишитесь, потому что ко мне уже бежит охранник, который будет мне сейчас рассказывать, что снимать здесь категорически нельзя. Пока!